Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю традиционный клубничный пудинговый пирог или клубничный пудинговый десерт. Этот пирог, десерт очень распространен в Германии и в Австрии. Я очень давно в Германии живу, и здесь он называется как бы такой бабушкин клубничный пудинговый пирог. То есть готовится он буквально в каждой семье, готовится в каждой семье на свой лад. И я сегодня показываю очень простой, очень бюджетный вариант именно в сезон клубники, без миксера и практически даже без масла. Итак, для теста нам понадобится 2 яйца среднего размера, щепотка соли, пакетик ванильного сахара, 100 грамм сахара. Как я уже сказала, готовить будем без миксера, поэтому перемешиваю все просто венчиком. Добавляю туда 50 мл молока и 50 грамм растительного масла без запаха. Все это перемешиваю и просеиваю туда сейчас 120 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Размер формы у меня здесь 28 на 19 сантиметров. Жаропрочная форма. Вы можете в обычной форме для выпечки в прямоугольной это делать, либо же в круглой форме примерно 24-26 сантиметров в диаметре. Это все на ваше усмотрение. Выпекать буду 20 минут на среднем уровне, температура 175 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Даю сейчас коржу остыть. Даже можно ему не полностью давать остыть, потому что я потом горячий пудинг буду на него сразу заливать. Как только вот у меня сейчас остыл этот корж до комнатной температуры, накалываю его обильно шпажкой и пропитываю его. Здесь у меня 100 мл молока. Молоко пастеризованное, либо же кипяченое берите молоко. Здесь у меня для пудинга 500 мл молока, 50 грамм сахара и пакетик ванильного пудинга 37 грамм. Если у вас нет такого порошка пудинга, вы можете туда добавить 40 грамм кукурузного крахмала, также 50 грамм сахара и какой-то ванильный ароматизатор, либо экстракт ванили, либо ванильный сахар. Довожу сейчас при непрерывном помешивании все это на умеренном огне в кастрюле с толстым дном до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще 30 секунд и снимаю пудинг с огня. Выливаю сейчас весь этот пудинг на подготовленный корж, даю ему немножко остыть и убираю его в холодильник примерно часа на 1,5–2. И когда пудинг схватится, нужно его накрыть уже пищевой пленкой в контакт. Для клубничного слоя я беру 600 грамм свежей клубники. Нарезаю клубнику вот таким мелким кубиком. Такого варианта еще не было у меня на канале. Были очень разные у меня клубничные десерты и торты. На нарезанную клубнику выжимаю сок половины лимона и добавляю туда 2 столовые ложки сахара. Все это перемешиваю сейчас аккуратно, оставляю на полчаса, чтобы эта клубника дала сок. Процеживаю сейчас все это через сито. Получившийся клубничный сок я беру в качестве основы для пудинговой такой заливки, добавляю туда 100 мл воды, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Все это перемешиваю, иду сейчас на плиту и уваривать буду эту смесь буквально до закипания. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном также это нужно делать. Буквально 10 секунд, когда прокипит, потому что здесь объем очень небольшой. Я снимаю все это с огня, когда уже прозрачная она у нас станет, эта жидкость. И выливаю сейчас уже на остывший пудинг. С пудингом ничего не случится, здесь объем очень маленький. Нам эта красная вот эта пудинговая основа нужна просто для связки, для вкуса также. И для того, чтобы клубника уже очень хорошо держалась на этой пудинговой основе. То есть это такой домашний вариант, замена всем вот этим вот покупным пудинговым порошкам, разноцветным и так далее. То есть это очень удобно, бабушкин вариант. Вот такой у меня прекрасный десерт получается в итоге. Вы можете заранее приготовить вот этот вот корж и пудинг на него сверху, накрыв пищевой пленкой, держать в холодильнике. А клубничную начинку уже непосредственно за пару часов перед подачей приготовить. Это очень удобно всегда. Нежнейший получается десерт. Необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.